Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что скрывает август? Внезапные события августа, что вы не сможете игнорировать или пропустить. Каким-то образом вам придется в этом участвовать. Что будет для вас неожиданным и поворотным моментом в вашей жизни? Вот давайте с вами узнаем. И, конечно, карты пасьянса нам конкретно будут о событиях рассказывать. Августовское небо не требует от нас спешки, оно требует присутствия. То есть нам придется вот постоянно что-то анализировать или находиться как в моменте, держать руку на пульсе. Так вот, требует еще и подготовки к чему-то и тщательных расчетов. И, кстати, Солнце в Деве с 23 числа открывает нам сезон порядка. И это очень гармоничные земные энергии. Ну и это я уже забежала вперед, а вообще начинается все с 12-го. Это у нас новолуние. И новолуние открывает коридор затмений солнечным затмением, полным во Льве. И новолуние – это всегда новая энергия. И коридор затмений завершится 28 числом, и 28-го это совпадает всегда полнолуние, но в данном случае еще и с частичным лунным затмением. И если мы говорим, новая энергия с новолунием приходит, а полнолуние – это всегда какой-то элемент завершения. Это то, что было долгое время скрыто, выходит словно на поверхность и настраивает на высвобождение. Значит, это какая-то история прошлого, которая просто стремится к тому, чтобы не просто быть проясненной, а вот в чем-то, видимо, наступает момент делать вывод или ставить точку. И Венера в весах 7 числа для нас открывает прекрасный период до конца месяца, когда мы можем с кем-то договориться, или когда провести важное согласование, важные встречи, даже с теми людьми, с которыми, может быть, говорить сложно. У кого-то решить финансовый вопрос. Но вообще нам первое выпадает значение деньги конкретно. Может быть, решение денежного действительно вопроса, а для кого-то из вас получение денег. Или когда деньги – это у нас не что-нибудь, а один из способов взаимодействия с миром. Есть, значит, какая-то задумка, которую вам необходимо, может быть, и решить, да? Или вот именно сумму денег какую-то вам нужно получить. Возможно, я не исключаю. Иногда под деньги мы можем так условно подвести все, что связано, ну, с имуществом, движимым, недвижимым. Ну, и тут могут быть вопросы дома, вопросы автомобиля, у кого что, да, или перемещение. Выпадает месяц, и это, знаете, как какая-то действительно тайна, которая нас заставляет задуматься. Или это то, что требует от нас некоторых размышлений, хотя иногда совпадает, что мы в чем-то сомневаемся. Значит, вот есть какие-то сомнения. Может быть, и по части денег что-то нестабильно, да, ну или наоборот. Хотя деньги-то как раз есть, но что-то девы задумали. Тут есть какая-то ваша тема. Ну, давайте пойдем дальше. Может быть, нам расскажут и покажут еще больше. Карты. Ага, а тут вот что может быть. Что-то я сразу не увидела. Спокойное течение жизни. Если мы говорим свеча, да, то есть, ну, фактически нет тут какой-то синкопы, но кто-то может добиваться вот так спокойно, уверенно вашего сердца, а вы будете раздумывать. А надо, не надо, нравится, не нравится. Ну, или еще какая-то тема, которая точно вас не оставит равнодушными. Деньги, по сути дела, и личная жизнь. Вот так. Вот вам сразу же открывает путь еще какая-то история. У вас какой-то шанс, мои дорогие. Открытый путь как раз и говорит о том, что у нас возможности появляются. Вообще волшебно. Возможности к благополучию, возможности к счастью. Вот когда выпадает голубь, даже если у нас что-то поначалу наперекосяк, потом оно все равно складывается в единый какой-то и смысл, и узор. И у нас август месяц, когда мы ищем новые смыслы. Может быть, личная жизнь действительно, деньги, финансовая тема, но и в самом таком, знаете, кульминационном каком-то значении вот это благополучие, когда все у нас гармонично соединено, и мы остаемся довольны. По крайней мере, вы к этому будете точно стремиться. Но и энергия, как перед вами, может быть так, даже то, что происходит для нас где-то внезапно, или то, что для нас может быть, ну, не совсем ожидаемо,
значит, выстраивают высшие силы для вас более какой-то приятный, более счастливый, хочется сказать, мои дорогие девы, сценарий. А вот вы можете сомневаться, кстати, и переживать даже. Но я не оставлю это значение, потом верну именно на ключ, но у нас совпадает с вами череп. И это не что-нибудь конкретное, это именно наши мысли, это наши переживания, может быть, какие-то прежние истории, мои дорогие. История закончилась, а мысли остались, да, вот это очень часто по черепу проходит. Ну, поэтому не анализируйте слишком, чтобы не углубиться в то, чего в самом настоящем моменте просто нет, это не присутствует. Мы можем надумать такого, что ого-го. Поэтому это не имеет к делу как отношения. И вот смотрю, что мы можем еще опять же соединить по вертикали, по горизонтали, или о чем нас хотят предупредить. И вы знаете, тут нет каких-то таких предупреждающих моментов, когда, ну, я обычно говорю, что вот тут ты будь внимателен. Например, змея или маска, или пусть это будет сердце, допустим, там нож какой-то. Да нет, тут очень гармонично. Давайте пойдем дальше. Что скрывает август? Первую карту с вами достанем. О чем вы не знаете, не предполагаете, мои дорогие девы, а придется этим заниматься, придется в этом участвовать. Итак, что же перед вами скрывает и откроет этот самый август? Что это будет? Ну и, соответственно, что уйдет? А что придет взамен? Ну ладно, как-то так получилось, две карты достала. Что будет продолжаться? В чем ваша сила или в чем вам помогают именно высшие силы? Что у вас решится наиболее благополучно? Какие энергии идут вам как в помощь? А что для вас внезапно? Вот вообще то, что, может быть, переворачивает нашу жизнь вверх ногами. Или что-то для нас может быть приятное. Давайте узнаем. К чему приготовиться, иными словами? Итак, что же скрывает август? А вы знаете, вам тут скучать будет некогда, потому что будет много людей, для кого-то будет много новых людей, много новых вопросов, каких-то задач. И вот ваша задача, да, ну или ваша тема основная для себя сделать что-то хорошо. Может быть, это вы придете к выводу, что не во всех вопросах вы хотите участвовать. И правда, что скрывает август? Будет желание что-то подвести к итогу, к финалу, к чему-то не возвращаться, куда-то не возвращаться. Что-то уже вот именно зафиналить, хочется сказать вот такое слово. Ведь, я надеюсь, все правильно понимают, по аркану смерти это не про смерть. Это очень редко, когда карта проигрывается. Это именно окончание, мои дорогие. Это вообще-то трансформация. Вот вам как будто нужно уйти, а по семерке жезлов это всегда... Ну, знаете, как противостояние. Причем то противостояние, когда силы не равны. У нас герой взял в руку жезл, а 6 жезлов как будто направлены в сторону его. И нам говорит эта карта, силы не равны. Вот есть действительно какие-то вопросы, задачи, куда вас, знаете, как насильно втягивают. А вам туда не надо. И вот, может быть, вам с присущим вам таким логикой, да, вот умением договариваться, анализировать, мои дорогие, но и вот этой грамотностью, может быть, финансовой, вы определяете для себя новый путь. Вот что это скрыто? Видимо, какие-то вопросы встанут, знаете, на повестку месяца, каждого дня, наиболее актуальны. Когда вы будете чувствовать, вот нет, вот этого я не хочу. Может быть, и прежний опыт вам уже показывает, нет, вот я сейчас соглашусь на это, а потом меня втянут непонятно во что, или я соглашусь выполнить работу, мне потом не заплатят, я потеряю собственные силы, а в итоге от этого не получу ничего. Я уже там словно была или был, все видел, тут мне все понятно. Вот именно такие вопросы вы будете подводить к финалу. Что скрывает август? А тут какие-то новые берега могут быть. Тут какие-то могут, хотя я не исключаю, что это могут быть с теми людьми вопросы, которых вы знаете. Вы, кстати, можете некоторых людей оценивать с позиции того, что слишком прагматичный человек. И вот смотрите, мои дорогие, все-таки вам высшие силы помогают, это скрывает август. Сейчас объясню, почему. Рыцарь Пентаклей, по крайней мере, в моих раскладах. Когда выпадает эта карта железно, в вашем окружении есть какой-то человек, который вам просто может быть полезен. И это пусть это будет дружба, может быть, это история личной жизни. И вы можете с учетом всех карт
к нему относиться как-то неоднозначно. Либо вас подвел когда-то человек, либо не договорились, либо по отношениям нашла коса на камень, может быть, была какая-то ссора. Так вот, вам конкретный человек, он вам нужен. И нам этот человек может помочь, первое, либо в оформлении каких-то документов или согласовании, второе, деньгами. И у кого-то на кону документы стоят, и правда какие-то очень важные вопросы, а у кого-то именно финансовый вопрос, тема, которую вам тоже нужно решить. Поэтому, правда, в новом ключе, что скрывает август, у вас будут продолжены какие-то отношения. И вот тут, знаете, вы можете узнать какую-то все-таки трансформацию. Поэтому вы можете, как и от человека, узнать какую-либо информацию, либо вам придется как изменить отношение к какой-то персоне. Я не говорю, что это было что-то плохо, стало прямо вау, как хорошо. Но мы допускаем именно, что мы чего-то не видим. Мы допускаем, что этот человек, да, он может и должен еще какое-то время находиться в нашей жизни. Мы не можем что-то игнорировать. Мы не можем сказать, что нет, вот сейчас прямо вот ставлю точку и все. Нет, тут именно идет трансформация, переломный момент, вот что скрывает август. Вам придется, ну, как видоизменить, может быть, или это будет связано с тем, что, ну, как-то по-другому вы будете выстраивать общение с конкретной персоной. И здесь этот момент, будьте внимательны, вам нельзя упустить. Потому что предлагают кубок нашему молодому человеку, а он как будто сидит под дубом. Я читаю книгу. Так вот, всегда ведь это шанс, а шансы к нам так и приходят, совершенно неожиданно. Значит, у вас будет какой-то поворотный момент, вот, видимо, проанализируйте стоит, потому что, ну, нельзя от этого отказаться, тут нужно именно адаптировать, видоизменять. Король Пентаклей. Это можете быть вы сами, но это может быть и человек, который, правда, где-то связан с вашими близкими. Может быть, это ваш супруг, супруга. Все-таки по полу карту не рассматриваем. Вопрос денег, вопрос документов, вопрос, связанный с банками, с какими-то инстанциями. Но это вот ваша энергия, мои дорогие девы. Значит, у вас все получится. Потому что я уверена, девы, вы прагматики. Если нужно, значит, вы где-то сумеете просчитать и не упустить какой-то момент. Но если 13-й аркан, ведь это сделать не так просто. Почему? А потому что перестраивать себя придется. Для кого-то из вас, возможно, тема будет касаться дома, действительно, или семьи, и последующего, либо поездки, переезда. Вообще тут, как знаете, график жизни может меняться. Для кого-то эта ситуация может проигрываться по работе также. Потому что есть конкретный человек, может быть, это человек, который был в подобной ситуации, как ваша, может быть, это как руководитель, или если у вас, допустим, совместный бизнес, совместная какая-то тема, которую вы развиваете с кем-то, здесь у человека тоже могут меняться планы, и вам где-то свои придется корректировать в унисон с его планами, будьте к этому готовы. Но для кого-то тут могут быть неожиданные маршруты, неожиданные вообще планы такие. Ну, давайте узнаем, что идет. А вот смотрите, нам выпадает пара королева Пентаклей. И королева Пентаклей – это та, которая надеется сама на себя. Это та, которая умеет вообще даже свое благополучие отстраивать с нуля. Поэтому что уйдет? С нуля не надо будет ничего отстраивать. Это точно. Вам просто нужно как-то красиво продолжить. Но давайте поподробнее. Вообще, что это нам хотят сказать? Где-то, правда, ведь может совпадать, что ты можешь как отказаться, дева, от чего-то. И, может быть, это будет связано историей личной жизни. И тогда, и вот, кстати, будьте внимательны. У нас вообще период августа такой будет, ну, где-то я бы сказала, что даже до конца года. Но август – это как в эпицентре. Если мы вынесли вердикт и кому-то сказали «нет», ну все, чао. Значит, это навсегда. Это нет, когда мы не сможем потом сказать «да». Что уйдет, пусть уходит. У вас был конфликт с каким-то человеком. Причем, скорее всего, это был близкий человек. Это уходит. Возможно, вам еще придется какие-то откровенные беседы. Ну да. Тут может быть связано с поездкой, с переездом,
с какой-то очень важной встречей, и одновременно деньги и работа. Вот вы знаете, тут прямо все сферы жизни кумулируются, как в одну точку сходятся многие вопросы. Возможно, у кого-то было так, отношения на расстоянии. И вот это тоже будет уходить. Либо вы чаще будете видеться с этим человеком, либо как-то ваша история продвигается, либо проясняются какие-то моменты. Но договариваться вам придется, чтобы вот из этой первой победы сложить историю успеха, мои дорогие. Поэтому тут, может быть, будут такие перемены, которые вас действительно заставят график пересмотреть, когда у кого-то может меняться не просто режим дня, хочется сказать, а вообще, ну, знаете, как жить на 2 дома, например, да, ну я такое, а то и на 3, да, перемещаясь, может быть, именно в августе как-то у вас будет очень много, но все равно вот нет этого нуля, да, нулевой аркан. Уходит еще, может быть, через такие важные беседы, грамотное, может быть, построение какого-то диалога. Уходит, ну, может, даже какая-то ваша оплошность, которая связана с прошлым. Или это будет связано, что вам придется с каким-то человеком договариваться. Ну, я не могу сказать, что прямо простить его. Но, может быть, и правда, и себя простить, и какую-то персону простить за прошлые ошибки. Правда, тут придется что-то выстраивать. Вроде бы и знакомое, но совершенно в другой палитре, в другом ключе. Что придет взамен? Ну как? Вот как будто к вам приходит взамен идеи какого-то человека, которые где-то будут связаны с импульсивным решением, хотя это человеку совершенно не свойственно. Или вы от этого человека совершенно ничего подобного не ожидали. Вот это все то, что я только что сейчас говорила где-то, да? Мне сложно предполагать, что это может быть за ситуация, но тем не менее. У кого-то напрямую может проиграться человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. У кого-то тема, которая связана с документами, юристами, адвокатами, высокими чиновниками. Да, иногда у нас проходят именно узкие специалисты, люди, работающие с металлом, и поэтому у кого-то тема ремонта дома, тоже порядок можете наводить. Или задумайтесь всерьез о переезде, у кого-то может быть так. Да, я буду переезжать, но сейчас быстренько, насколько это возможно, приведу свое жилье в порядок и выставлю на продажу. Вот потому что тут и деньги, тут вот, понимаете, вроде бы личная жизнь, вроде бы вопросы дома, а они будут сразу совпадать и с вопросами по документам, и с деньгами. То есть вот у вас соединяются все сферы жизни, кумулируются в одной точке, повторяюсь заново. И поворотный момент – это именно может быть решение какого-то человека. Причем вы можете рассчитывать, может быть, поэтому и сомнения. Вы можете не то, что даже рассчитывать, рассматривать, неправильно слово сказала, рассматривать вот такое решение, как импульсивное, что этому я не могу доверять, вы можете сомневаться. Ладно, так а что же придет взамен? Да, тут вот именно будет какая-то персона, которая изменяет свое мнение, мои дорогие. Человек, может быть, и его жизнь изменила. Он столкнулся с какими-то событиями, обстоятельствами. Я не исключаю, что у него какие-то переломные моменты в жизни, но именно взаимодействие у вас, как, ну или судьба выравнивает вам какую-то траекторию. Все то, что я говорила, договариваться придется у кого-то история любви. У кого-то, опять же, это пусть даже будут вопросы работы или... Пусть это, опять же, будут те персоны, которых вы знали, но, значит, и перемены в их жизни каким-то образом, как крылом, затрагивают вас, и вас заставляют что-то видоизменить в жизни собственной. И, опять же, это может быть как свидетельство. Я говорила, в весах у нас Венера. Придется договариваться, причем так миролюбиво. Но ведь я должна сказать, вы тут можете сомневаться, что-то тут вам может нравиться, не нравиться. Где-то вы элемент надежности не в отношении всех можете испытывать, но слушайте свою интуицию, потому что именно вот через такие вибрирующие энергии вам судьба, Его Величество, случай может послать. Что будет продолжаться? Ну, тут нечего сказать. У кого-то действительно вопросы дома, семьи, любви, денег. По максимуму карта изобилия, по сути, процветания.
решение вопросов, как и документальных, так и вопросов по части нашего места пребывания. Вот это все будет продолжено. Карта, безусловно, партнерских отношений. Но это все, знаете, на преувеличение. Когда всего хорошего больше, мои дорогие, и пусть это будет продолжено. В чем ваша сила или то, в чем ваша фортуна, в чем вам помогают высшие силы? Праздник после победы. Правда, какие-то соглашения. Нам показана семья. И 4 жезла – это как якорь. Да, договариваться придется, мои дорогие. Но жезлы все-таки не отменяют, откуда к нам приходят деньги и документы. То есть, тут есть, даже если касается дома, личной жизни, любви. Но жезлы показывают, что это не про чувства, это решение каких-то конкретных вопросов. И во всем в этом вам помогают высшие силы. А что для вас будет внезапно, неожиданно, вот вообще, как может быть снег на голову? У вас может быть, знаете как, 5 пентаклей всегда недостаток, да? Поэтому, может быть, это вот ваше здравомыслие, мне хочется сказать. У нас ведь много таких не совсем простых карт выпало, да? И мы с вами обрисовывали ситуацию, говорили даже еще по пасьянсам. Поэтому вот как этот молодой человек, да, читаю книгу, не хочу я ничего. Вот, может быть, и ваша где-то будет, в в один из дней или в какой-то период августа, вот именно таким, когда захочется отказаться, когда захочется, может быть, не принимать в чем-то участие, но есть какая-то деталь, которая вас заставляет посмотреть очень прагматично. Вот вы будете чувствовать. Или если я сейчас откажусь в моей жизни, этого больше не будет. Может быть, вы себе и скажете, а почему бы и нет? Дай-ка я попробую. Но для кого-то из вас именно финансовая какая-то история, чтобы не допустить финансовой бреши или не допустить, может быть, какого-то прежнего конфликта. Вы именно прагматично понимаете, мне это сейчас не нужно. И вот внезапно это вас может остановить от каких-то неправильных действий. Я вижу именно так. Давайте достанем дополнительные карты и проясним, что для вас может внезапно быть. Может быть, это из разряда осенило, что я сейчас тут на своем настаю, а что потом дальше? А дальше мне уже этого не предложат. Так что же внезапно? Да, тут придется много работать с информацией, хотя для кого-то из вас может быть еще, знаете, какая ситуация? Все-таки персональная карта выпала, королева жезлов. Может быть, есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Тогда я могу сказать, тоже опять же вот из тех энергий, которые я прорисовала, из-за чувства самосохранения, чтобы, как не остаться на бабах, да, или когда, для себя сложить, кому-то помочь, например, а себя ввести в какой-то финансовый минус, потом из него придется героически выбираться. Так вот, вы можете кому-то сказать «нет». У вас может быть та персона, которая, в принципе, внезапно появляется в вашей жизни и долго рассказывает о том, как все плохо или о том, как все сложно. Нет, мои дорогие, вот вы возьмете как свою траекторию, мои дорогие девы. Вы будете выслушивать. Вы где-то, может быть, будете великим дипломатом. Венера в весах вам в этом помогает. И вот как раз Солнце в Деве. Это ведь что мы говорим? Солнце в Деве. Это критическое мышление. Здесь нельзя себе навредить. И это в центре вашего внимания. Поэтому вы можете кому-то красиво сказать «нет». И найти 1000 объяснений, потому что, да, это может быть даже кто-то из близких. Вот что может быть для вас внезапно. Но вот давайте подведем итог. Как и двояко, вы не можете отказаться, я говорила, потому что даже если импульсивное какое-то, да, это один человек, но есть другой человек, который именно, может быть, требует, настаивает вашей какой-то помощи, поддержки. У вас август месяц, это ваше время. Мои дорогие девы, тут вам какой-то, ход конем придется делать, правда. Я не знаю, с чем связано. Я-то думаю, что ведь по недостатку ведь это всегда идет недостаток в деньгах, недостаток взаимопонимания. Поэтому все то, что я говорила, и вопросы денег, и как мы договоримся, да, от этого зависят деньги вот напрямую. Поэтому где-то мы можем где-то так сами увиливать от каких-то ненужных трат.
И кому-то говорить, кто-то просит долг, а мы будем говорить: нет, ты знаешь, нет. Потому что именно ваши планы. Более того, помимо ваших планов, какая-то новая история может быть, которая связана с личной жизнью или с каким-то продолжением того, что будет совмещать и документы, и финансы. Давайте достанем еще одну карту, как карта совет. Тут так вот не совсем понятно. Ага. Тогда понятно. Вы идете к собственному солнцу. Солнце в Деве. Приготовьтесь, мои дорогие, что с 23-го будет вообще все меняться. Но я могу предположить, это только лишь астрология, мои дорогие. Но явно какой-то пункт вашей жизни тут будет продолжено. И вспомним с вами, что у нас Плутон, планета такая, одна из провластных планет, которая связана с прошлым где-то. У нас Плутон в ретро-движении до середины октября. И значит, какая-то история, она будет продолжена или прояснена шаг за шагом до середины октября. Если память не изменяет, до 18 октября. Но более того, у нас еще Сатурн, владыка кармы, да? И времени, кстати, Кронос. Так вот, он тоже в ретро-движении до 11 декабря. Поэтому у вас есть те темы, которые вы, может быть, часть тем до середины осени будете решать, а вторую часть до конца года. Не гоните лошадей, ну и сами не бегите впереди паровоза. Для вас действительно вот эта карта говорит: последующие полгода небо августовское не требует спешки, потому что вы выбираете правильное направление. Дорога к солнцу вам открывает высшие силы. И это всегда предусматривает, что как мы действовали прежде, так не получится. Придется что-то переиграть, пересмотреть. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые девы. А я благодарю вас за ваши искренние, добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи с гороскопами и по психологии на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, мои дорогие, будьте любимы всегда.